Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этой заключительной части видео мы с вами вяжем сарафанчик для мишки, либо же для зайки. Берем пряжу ту же, из которой вязали игрушки. В первом случае у меня Гималая Dolphin Baby, во втором Ернард Велюр. Я сейчас буду вязать вот этот розовый сарафанчик. Мастер-класс попетельный, подробный. Если у вас все же возникнут какие-то вопросы в процессе вязания, обязательно задавайте мне их в комментариях, я вам на все отвечу. Приятного вязания! Для того, чтобы связать сарафанчик мишки, мы набираем цепочку из 40 воздушных петель. Примеряйте по обхвату животика, может быть, вам потребуется набрать петель больше или меньше. Я набрала 40 петель. Теперь берем мишеньку и смотрим, хватает ли этой длины. Так, вот такой, немножко свободный. Прям сильно в натяг я не делаю, чтобы он легко снимался. Далее эти 40 воздушных петель нам нужно соединить в круг, в кольцо. Смотрите, чтобы цепочка не была перекрученной. Присоединяемся к первому столбику без накида соединительным. Вот так. Набираем одну воздушную петлю. Дальше провязываем по кругу столбики без накида. Столько, сколько вы набирали в цепочке. У меня должно получиться 40 столбиков. Первый, второй, третий, 37, 38, 39 и 40 столбик. Далее присоединяемся с помощью соединительного столбика в первую петлю, в первый столбик. Набираем 2 воздушные петли. И следующий ряд мы вяжем уже столбиками с накидом. Провязываем 1 столбик с накидом, в следующую петлю прибавка. И так чередуем до конца ряда. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. 1 столбик с накидом, в следующую петлю прибавка. У меня было количество столбиков 40, поэтому теперь после этого ряда будет 60. Вот что получается. Далее делаем соединительный столбик в первый столбик с накидом, не в воздушные петли, а в сам столбик с накидом, 2 воздушные петли и следующие 3-й и 4-й ряд провязываем по 60 столбиков с накидом. Начинаем от вот этого же первого столбика, куда мы присоединились. Довязываем этот ряд, опять набираем 2 воздушные петли и вяжем еще один точно такой же ряд. Давайте примерим сарафанчик. Если вы хотите, чтобы он был подлиннее, то провяжите не 2, а 3 еще ряда. Потому что всего сарафанчик у нас идет 5 рядов. То есть после этих 2, которые вы сейчас провяжете, следующий 5-й уже будет заключительный ряд. Вот если длины недостаточно, провязываем еще точно так же, сколько хотите рядов, просто без прибавок, по 60 столбиков с накидом. В моем случае у вас может быть чуть больше или меньше.
Закончили вязать эти 2 ряда. Далее присоединяемся также в первый столбик с накидом в начале ряда. Дальше делаем 1 воздушную петлю, накид и провязываем 5 столбиков с накидом в 1 переднюю полупетлю. Заднюю оставляем не провязанную, чтобы наш вот этот край немножко заворачивался вперед. 3, 4 и 5. Видите, он так немножко теперь загибается вверх. Далее 1 петлю пропускаем, в следующую также переднюю. Весь ряд вяжется за передние полупетли. Провязываем соединительно. Делаем накид, пропускаем 1 петлю, во вторую снова 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Пропускаем 1 петлю, следующую за переднюю вяжем соединительный. Накид, 1 пропускаем, следующую 5 столбиков с накидом. И так повторяем до конца ряда. Провязали ряд до конца, дальше присоединяемся соединительным столбиком, воздушная петля, ниточку вытягиваем чуть-чуть подлиннее, чтобы было удобнее ее потом спрятать. Все, основа сарафанчика готова. Теперь прячем ниточки, хвостики, которые у нас остались сверху, и вот этот снизу. Я с помощью иголочки это делаю. Провожу ее прямо между столбиков, не так, чтобы обхватываю просто вот так, а прям пытаюсь провести иглу внутри столбика. Чтобы ниточка получше там зафиксировалась и уже назад никуда не вылазила. Вот так. Теперь обрезаем, прячем также второй и приступим к вывязыванию верха сарафанчика. Дальше складываем сарафанчик пополам, шовчик у нас находится сзади, который посередине. И отсчитываем 7 столбиков примерно, чтобы они располагались вот здесь в середине. Присоединяем ниточку с помощью воздушной петли. Это считаем уже как первый столбик. Дальше вяжем 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Хвостик я сразу ввязала. Делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем. По внутренней стороне также провязываем 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 у нас вот здесь воздушные петли. 1 воздушная петля. Снова воздушная петля, вязание разворачиваем, вяжем 3-й ряд, также из 7 столбиков. В общем, нам нужно провязать так 5 рядов. Дальше начинаем вывязывать лямочки. Набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 14, 15 и 16. Вяжем со 2 петли от крючка. 1 пропускаем, начинаем вязать со 2. Провязываем 1 столбик без накида, в следующую петлю 2 столбик без накида. Дальше мы вяжем 2 прибавки из полустолбиков с накидом.
Первая и вторая прибавка в следующую петлю. Теперь мы вяжем 8 прибавок из столбиков с накидом. Получается, в каждую петлю по 2 столбика с накидом. Первый раз и 8-й раз. Восемь раз провязали прибавку из столбика с накидом. Дальше 4 раза провязываем прибавку из полустолбика с накидом. Первый, второй, третий раз. Четвертая вот эта прибавка из полустолбика уже идет на самом этом передничке. Далее вяжем 2 прибавки из столбика без накида. Первая, в следующую петлю вторая и довязываем 2 соединительных столбика. Первый, второй и еще один соединитель можно сделать прямо вот в уголочек. Третий. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. После ее нужно будет спрятать с помощью иголочки. Вот что у нас получается. Вот такая лямочка. Ее мы потом пришьем. Теперь нам нужно связать вторую. Для того, чтобы вторая также лицевой стороной была здесь, нам нужно будет вязать немножечко по-другому. Для начала присоединяемся к другому краю кармашечка. Набираем 16 воздушных петель. Первую набрали, вторую. Вот здесь оставляем хвостик немножко побольше, чтобы потом удобнее было тоже его закрепить. Третий, четвертая, воздушная петля, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Далее делаем еще одну воздушную петлю и ниточку сразу вытягиваем. На этой лямочке я оставляю длинную ниточку, чтобы пришить можно было сразу эту и вторую, потому что на второй ниточки нет. Сразу вытягиваем нужную длину. Все. И теперь оставляем эту лямочку. Хвостик прячем. Дальше вяжем. Хвостик, кстати, можно ввязать, точно. Присоединяемся. Берем новую ниточку. Присоединяемся в самый уголочек воздушной петлей. Дальше провязываем так же, как вот эту, но только наоборот теперь. Провязываем 2 соединительных столбика. Первый, второй. Вяжем подряд 2 прибавки. Хвостик вот этот я сразу ввязываю. 2 прибавки из столбика без накида. Первая, вторая. Теперь в последний столбик этого передничка мы провязываем прибавку из полустолбика с накидом. Все, переходим к цепочке. По цепочке вяжем 3 прибавки из полустолбика с накидом. Первая, вторая и третья. Далее провязываем 8 прибавок из столбика с накидом. Первая,
8 прибавка из столбика с накидом. Дальше вяжем 2 прибавки из полустолбика с накидом и 2 столбика без накида, просто уже без прибавок. Первая, вторая, 1 столбик без накида и второй, воздушная петля, все, ниточку вытягиваем, обрезаем. Вот что у нас получилось. Вот такой получился сарафанчик. Я уже приклеила сюда вот такую небольшую аппликацию. Дальше нам нужно пришить лямочки. Примеряем сарафанчик обязательно на мишку или зайчика. Я делаю лямочки вот так крест-накрест. И теперь начинаем пришивать. Захватывая одну петельку на сарафанчике и одну петельку лямочки. Дальше следующий, еще раз захватываем петельку на сарафанчике. И снова одну петельку лямочки. Далее я завязываю хвостики получившиеся. Первый я потом спрячу, а второй я перевожу на следующую сторону. Получается, вот таким образом прохожу к следующей лямочке. Пряжа это точно такая же, поэтому видно, этих стежочков не будет, они не будут выделяться. Все, дошли до следующей. И теперь здесь точно так же 2 стежками захватываю лямочку. Вот так. Теперь завязываем узелочек, закрепляем эту ниточку. Все, и ниточки прячем между столбиков. То же самое проделаем со вторым хвостиком. Все, вот что у нас получилось. Мишутка готов. Спасибо всем за совместное вязание. Надеюсь, вам понравилось то, что у вас получилось. До встречи в следующих мастер-классах.